Очень многие ошибочно полагают, что учиться за границей могут только гении, получившие грант, или дети богатеньких родителей. На самом деле зарубежное образование куда ближе и доступнее. В Европе есть вузы, где учеба обойдется вам менее чем 1000 евро за год. Уехать из своего городка в соседнюю страну вы сможете за какие-нибудь 20 евро. Если не будете лениться, то получите и оплачиваемую практику, еще и денег заработаете. И это, друзья, далеко не все. Если вы еще не определились с выбором высшего учебного заведения, имеет смысл рассмотреть и зарубежные вузы. А мы же расскажем в данном выпуске о том, по каким причинам нужно ехать за образованием за рубежом. Ну и прежде чем мы приступим, поставьте этому видео лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы в следующих роликах узнать больше. Итак, качество образования. Это самая основная причина, по которой студенты со всего мира выбирают образование за границей. Вчерашние школьники мечтают попасть в Оксфорд или Кембридж и учиться в стенах, напоминающих Хогвартс, или поступить в Принстон или Гарвард и стать одним из участников Лиги Плюща, который перед своими выпускниками открывает почти все двери. Из года в год лучшими университетами становятся вузы Англии или Америки, но также в топ-50 мира входят университеты Швейцарии, Германии, Франции и Бельгии. Поэтому даже те студенты, у которых нет возможности отправиться в Америку, могут выбрать европейский вуз и получить действительно достойное образование. Так, например, швейцарская высшая техническая школа Цюриха стабильно входит в десятку лучших мировых вузов, уступая только Оксбриджу и Массачусетскому технологическому университету. Среди выпускников и профессоров вуза 21 лауреат Нобелевской премии, 2 лауреата Филдсовской премии, вручаемой математикам, 2 Прицкеровской в области архитектуры и 1 лауреат премии Тьюринга в области информатики. Но наиболее известный выпускник и обладатель Нобелевки Альберт Эйнштейн. Еще одна из причин, и, пожалуй, главная причина, по которой зарубежное образование высоко ценится, наличие практики с начала обучения. Помимо того, что многие занятия в вузах включают в себя разбор и обсуждение реальных кейсов, так еще и ряд занятий происходит вне учебных аудиторий. В университете Бикока в Милане, если студент-психолог выбрал в качестве дополнительного предмета юридическую психологию, то помимо того, что он будет посещать лекции по предмету, он будет также на протяжении семестра посещать суд вместе с адвокатом. И такие практические занятия существуют почти в каждом вузе, не говоря уже о том, что почти все зарубежные программы включают в себя практику в компаниях, и студенту не обязательно искать ее самому. Нередко вузы уже сотрудничают с теми или иными компаниями и будут рады взять себе в качестве стажера студента. Стажировки могут быть оплачиваемые, а после их окончания, если студент проявит себя как отличный сотрудник, то ему могут предложить и место в компании. Таким образом, у выпускников зарубежных вузов всегда есть опыт работы в своей сфере. Посмотрите, например, мой выпуск из EU Business School в Барселоне, где я посещаю данный вуз, и мы подробно разбираем возможности трудоустройства. Линк вы найдете в описании. Ну и не секрет, что европейские дипломы, как правило, действуют по всему миру, и их не нужно подтверждать в отличие от российского. Некоторые студенты из России даже выбирают обучение за границей с нуля, потому что иной раз это может быть проще и быстрее, чем подтвердить уже имеющиеся документы о высшем образовании. Чтобы подтвердить диплом в Канаде, помимо того, что нужно подать сами документы в WS, World Education Service, необходимо также подтвердить уровень знания английского языка, сдав IELTS или другой похожий экзамен, а также получить определенное количество баллов. За диплом бакалавра дадут 120 баллов, магистра 135. Баллы даются даже за возраст, если вам до 30, то вы получите 110 баллов. Если вам ровно 30, то вам дадут 105 баллов. В 40 лет количество баллов составит уже 50. В случае, если у вас уже есть канадское приглашение на работу, вам накинут еще 200 баллов. Ждать ответа иногда приходится до полугода, а весь процесс вместе с отправкой документов может занять год. Не забываем и про траты на данную процедуру, которая в общей сложности может достигать более 3000 канадских долларов. Ну и, конечно, образование в Канаде не бесплатное. Однако у российских студентов есть возможность получать стипендию, которая покроет расходы как на обучение, так и на проживание. А если вы решите получать образование в Европе, которое в основном считается бесплатным, то и без стипендии вам нужно будет заплатить только сбор, который варьируется от 150 до 1000 евро за год, в зависимости от страны и вуза. Для сравнения, обучение в Российском государственном университете, например, МПГУ, обойдется в среднем в 120 тысяч рублей в год, а в МГУ и вовсе до полумиллиона. Еще один плюс учебы за границей – система обучения. Наши студенты любят учебу в заграничных вузах за свободу выбора. Если у
нас часто обязательное посещение, и преподаватель из принципа может не допустить до зачета студента, который не был на его парах, а основной пласт обязательных предметов к изучению состоит из тех, которые нам в будущей профессии не понадобятся, то за границей все иначе. Многое зависит от вуза и специальности, но нередко бывает и так, что посещение не обязательно и никак не контролируется. Здесь важны непосредственно знания, которые вы получаете, и преподавателю не так важно, делаете ли вы это на его лекциях или же самостоятельно в библиотеке по тем пособиям, которые порекомендовал профессор. Таких общих предметов, как философия, концепция современного естествознания, история и так далее, здесь нет, потому что фокус только на тех дисциплинах, которые необходимы для будущей профессии. Если у нас каждую сессию может быть по 5 предметов, по которым сдают экзамены, и еще десяток тех, по которым зачеты, то в заграничных университетах 5 экзаменов сдается за целый год, благодаря чему студенты не забивают голову ненужной информацией и лучше усваивают ту, что действительно необходимо. Здесь также представлен большой выбор дополнительных предметов. Первый год студенты изучают общие дисциплины по своей специальности, а затем делают выбор в пользу тех, в сфере которых они хотят посвятить себя как специалиста. Также за рубежом гораздо больше возможностей обучаться по тем специальностям, которые только сейчас начинают набирать обороты. Заграничные вузы идут в ногу со временем и предлагают те специальности, которые будут востребованы в ближайшем будущем. В бизнес-школе Келли в США можно получить образование в сфере принятия решений. Такой специалист уже сейчас востребован в областях, связанных с управлением и менеджментом, IT и маркетингом. В колледже Хат в штате Мэриленд обучают тонатологии, науке о смерти. Звучит жутко, но на самом деле студенты там изучают клинические и биохимические проявления постепенного прекращения жизнедеятельности организма, что потом может помочь в изобретении различных лекарств, которые смогут замедлить процесс старения. В Майами, например, есть университеты, изучающие морскую биологию. Там в университете и черепашек, и рыбок, и крокодилов вы сможете потрогать. Следующая причина – реально достойные стипендии и зарплаты. Получить стипендию за границей не так сложно, как может казаться на первый взгляд. И иногда, если вы знаете язык, это сделать проще, чем в России. Во многих итальянских вузах иногда достаточно подать заявку на обучение, и она автоматически попадает в конкурс стипендий, который основан на доходе семьи. А так как доход жителей России в принципе во многих других странах считается невысоким, то большинство российских студентов получают стипендию в размере 5000 евро в год. Кто-то также получает бесплатное место в общежитии и обеды за евро в университетской столовой. В других странах также есть стипендии, в том числе для иностранцев. Какие-то выдаются за академические заслуги, но не всегда нужно быть круглым отличником, чтобы стать счастливым обладателем стипы. В США поощряют спортсменов, которые добились успеха в том или ином виде спорта. У таких студентов есть возможность получить стипендию, которая полностью покроет расходы как на обучение, так и на проживание, поскольку американские вузы нацелены на то, чтобы их студенты развивались не только в профессиональном плане, но и всесторонне. А студенты, которые отлично играют в футбол или теннис, также могут приносить доход вузу. Билеты на матчи между вузами продаются за хорошие деньги, поэтому выигрывают от этого все, и университет, и его студенты. В нашей компании SMAPS также есть сотрудник, который учился в Америке по стипендии благодаря своим навыкам игры в теннис. В Америке, например, в некоторых вузах есть стипендия для левшей. Ее обладатель получает единоразово $1000. Стипендию посерьезнее в размере $10 000 могут получить американские старшеклассники, которые напишут лучшее эссе по работам, связанным с такими философскими течениями, как объективизм. Стипендии есть даже для вегетарианцев. Vegetarian Resource Group присуждает около $20 000 учащимся американских средних школ, которые способствуют развитию вегетарианства в своем учебном заведении. А фонд United Negro College выделяет так называемую стипендию Майкла Джексона в размере $4000 тем студентам, которые специализируются в области исполнительского искусства, английского языка и коммуникации. Наверняка, если изучить стипендии той страны, в которой вы планируете обучение, повнимательнее, то можно найти ту, которая и вам сможет подойти. Следующая причина, по которой стоит ехать учиться за границей, это огромный приобретаемый опыт. Как ни крути, а опыт, полученный
в жизни за рубежом не сравнить ни с чем. Жизнь и учеба в другой стране учит самостоятельности, умению находить решения в сложных жизненных ситуациях, общению с представителями различных культур. Именно в новой среде у вас появляется возможность отточить изучаемый язык. А еще, обладая студенческим видом на жительство Европы, у вас есть возможность путешествовать по разным странам, не заморачиваясь о визе. Также у студентов европейских вузов нередко есть возможность получить скидки, причем не только на билеты в другие города или страны и музеи, но и в более неожиданные места. Например, салон красоты Le Boule Flotte в Брюсселе дает возможность студентам получить скидку на такую процедуру, как флотинг, спа-процедура, во время которой человек лежит в концентрированном соленом растворе. А благодаря тому, что многие города Европы находятся относительно недалеко друг от друга, то не обязательно покупать билеты на самолет. Можно приобрести билеты на автобусы типа Flixbus, которые доставят вас из Цюриха в Милан всего за 22 евро. Еще одна причина – это познание себя и своих истинных желаний. Переезд за границу по учебе – это мощнейший выход из зоны комфорта. Помимо того, что вы меняете страну, оставляя на родине привычную жизнь, вы также поступаете в иностранный университет, в котором ведется обучение на другом языке. Жизнь на другом языке, учеба на нем, общение с людьми других культур – все это хорошо встряхивает и помогает постоянно быть в тонусе, даже если первое время будет тяжело. Постоянное взаимодействие с людьми из других стран не дает расслабиться, благодаря чему вы становитесь сильнее морально. В психологии существует такое понятие, как кризис идентичности. Он присущ тем переехавшим за рубеж, которые в какой-то момент не могут понять, кто они, чем бы хотели заниматься и что делать после того, как переезд уже совершен. Вам предстоит научиться слушать себя и свои желания, понять, насколько откликается в вас та или иная страна, город, в котором вы живете, специальность, по которой учитесь. Хотите ли вы вернуться с новыми знаниями на родину, или же хотите попробовать себя в роли специалиста за рубежом? Это непростой этап в жизни, но он действительно помогает понять о себе то, чего вы раньше не знали. Переезд за рубеж, в том числе по учебе, в свое время сильно повлиял и на многих известных людей. Актер Брэдли Купер еще в детстве решил для себя, что хотел бы свободно изъясняться на французском, и в юности он провел полгода на юге Франции в городке Эксан-Прованс как студент по обмену. Вероятно, актер поддерживает свои знания и по сей день, потому как однажды во время пресс-тура для фильма «Мальчишник в Вегасе 2» он дал интервью полностью на французском языке. Мама Гарри Поттера, писательница Джоан Роулинг, также обучалась во Франции от своего Эксетерского университета. А вот позже, в начале 90-х, она отправилась жить на 3 года в Португалию, где преподавала английский, где начал зарождаться сюжет о мальчике, который выжил. Американская модельер Вера Вонг изучала историю искусств в университете Сорбонна в Париже. Там она увлеклась французской модой, а потом решила завершить свою деятельность старшего редактора моды в журнале Vogue, после чего целиком и полностью посвятила себя дизайну одежды. А теперь Вера – глава огромной империи моды и всемирно известная модельер по созданию свадебных платьев. Кто знает, может быть, побыв за границей в качестве студента, вы тоже подарите миру что-то, как Джоан Роулинг подарила книгу о добром волшебнике, или как Вера Вонг, подарившая платье мечты будущим невестам. В любом случае, опыт проживания в другой стране и наличие европейского или американского диплома никогда не будет лишним и всегда будет отличным дополнением к вашему резюме, независимо от того, в какой стране в итоге вы решите жить и работать.